So today we'll continue our story of the 15th chapter of the 10th canto. Сегодня мы продолжим нашу историю, описанную в 15 главе 10 песни Шримад Бхагаватам. But before I jump to the 10th canto, но прежде чем мы запрыгнем в 10-ю песнь, I always feel it's necessary to describe some tattva. Всегда необходимо обсудить определенную татву. The philosophy or science of Krishna consciousнess. Философию или науку сознания Кришны. And whenever I speak on the 10th canto, и всякий раз, когда я говорю по 10-й песне, I always start by discussing the qualification to hear it. Я всегда начинаю с того, что говорю о самой квалификации слушать эту 10-ю песню. And sometimes my heart dictates that that's the whole class. И иногда сердце мне подсказывает, что именно об этом нужно вообще говорить всю лекцию. Because there's a preliminary understanding. There's a preliminary knowledge to understand Krishna. Потому что существует определенное предварительное необходимое знание, которое требуется для понимания Кришны. But this is a very special time. Но сейчас очень особенное время. And a special place. Особенное место. And it inspires me to quickly speak about the pastimes of Krishna. И оно очень вдохновляет меня как можно быстрее начать говорить об играх Кришны. One of the 64 qualities of Krishna одно из 64 качеств Кришны is that he's an expert judge of time, place. заключается в том, что он экспертно оценивает время, место и обстоятельства. And the example is Uddhava telling Krishna. И примером этого качества является момент, когда Уддхава говорит Кришне: We're in the best place, Vrindavan. Мы в лучшем месте во Вриндаване. At the best time of the year, Kartik. В лучшее время года, в Картику. With the best people. С лучшими людьми. The gopis. Гопи. And you chose to have the rasa dance. И ты решил провести танец раса. So you're so expert, Krishna. Ты такой космейстер, Кришна. You picked the best place. Ты подобрал лучшее место. And the best time. Лучшее время. With the best people. С лучшими людьми. So I feel like that here. И вот здесь я себя так ощущаю. I mean, not like gopis and things. Но я не имею в виду, что здесь гопи и все I такое. feel that, this is Vrindavan. Я чувствую, что здесь у нас Govardhan Hill. холм Говардхан. It's the best time of the year. Лучшее время в году. You like this weather? Вам нравится погода? Right? You don't need a fan. Не нужен вентилятор. Right? And you don't need a heater. И обогреватель тоже не нужен. Wouldn't it be nice if it was like this all year round? Как было бы замечательно, если бы круглый год такая погода стояла. I have a ashram and retreat center. У меня есть ашрам и ретрит-центр
in South America, в Южной Америке, the whole year, весь год, you never need an air conditioner or a fan, там не нужно пользоваться кондиционерами или and you вентиляторами, never need a heater. и никогда не нужен обогреватель. And therefore, when you give class, И когда вы там читаете лекцию, you're kind of inside, but you don't really ever need walls. то есть там есть некое пространство огороженное, но стены не требуются. So this is here it's a very inspiring И place. здесь вот это место очень-очень воодушевляет. But still, you need a little tattva. Но, тем не менее, немного татвы я все равно скажу. In fact, in this particular story, На самом деле, в этой истории, которую мы обсуждаем, Krishna is going through the forest, friends, Кришна прогуливается по лесу со своими друзьями, and so many intimate pastimes. и так много сокровенных игр они являют. I looked at the verses this morning, Я посмотрел один стих сегодня утром, and there's one verse в этой главе есть один стих, where it describes the cowherd boys' kirtan. который описывает киртан мальчиков-пастушков. And I never really so clearly. Он никогда не открывался мне так до этого, настолько ясно. I've always spoken about this verse, Я все время говорил об этом стихе, but the verse spoke about 5 qualities of the cowherd boys' kirtan. Этот стих говорит о 5 качествах киртана, мальчиков-пастушков. It said, we'll discuss this more in detail, Мы обсудим это еще в деталях. but it said it's done appropriate for the occasion. Но в целом говорится, что он очень уместен. It had the right melody and rhythm. Он в правильной мелодии и ритм его сопровождают. It was done deeply from the heart. Он глубоко от сердца поется. And it was done slowly. И медленно, размеренно. It really described all those things. Amazing. The cowherd boys' kirtan. Потрясающе. Вот таким образом Бхагаватам описывает киртан мальчиков-пастушков. As they're singing for Krishna. Когда Кришна. And as I was reading this pastime, И читая эту историю, always the main activity of the spiritual world is kirtan. Мы всегда, что главной деятельностью духовного мира является киртан. But today I'm going to retell the story. Сегодня я перескажу историю, And we're going to go further in the story. и мы пойдем дальше по мотивам этой истории. And remember, we were actually making a movie in our mind of this pastime. Помните, мы с вами начали смотреть фильм этой истории в своем уме. Today, when you recreate that movie, Сегодня, когда вы снова воссоздадите это кино у себя в голове, don't just look at the visuals. Не просто визуализируйте что-то, Look at the minds. А попытайтесь проникнуть в умы героев. What is Krishna thinking? Что Кришна думает? Because the beauty of a person Потому что красота личности is not just their form, – это не просто его тело, it's their consciousness. это его сознание. And the consciousness is sometimes hidden, И сознание иногда сокрыто, but you can tell by what a person does. но о нем можно догадываться по поступкам человека. Just like when Krishna goes into the forest of Vrindavan, Когда Кришна заходит в лес Вриндавана, those tall aristocratic trees эти высокие благородные деревья with the beautiful red flowers, большими красными цветами, they bow to Krishna's feet, они склоняются к стопам Кришны. and then Krishna И Кришна говорит Балараме: look how exalted these trees are. посмотри, как возвышены эти деревья. They're worshiping you. Они тебе клоняются. So even Krishna sometimes doesn't like to be praised. То есть даже Кришне часто не нравится, когда его восхваляют. Even God likes to feel humble. Даже Бог хочет быть смиренным. Today at breakfast, Сегодня во время завтрака I was sitting next to
Vaisheshika Prabhu. Я сидел рядом с Вайшешаки Прабху. Maybe he'll come here one day. Однажды он к вам тоже сюда в гости придет. And if you do, it'll be a great fortune. И если это произойдет, это будет большая удача для всех вас. But he was telling me a story Он рассказал мне историю, when he was going out to distribute books, когда он вышел на распространение книг that he met 4 Muslim girls. и встретил 4 девушек-мусульманок. And when he was distributing books to them, И когда он предложил им книги, they were following Ramadan. они в этот момент следовали Рамадану, They were fasting all day. то есть постились весь день. But they had bags with them. Но у них были с собой сумки. And he said, "What's in those bags?" И он спросил, что в этих сумках? He said, "It's food. We're going to feed the poor people." They said. Yeah. Они сказали, у нас там еда, мы хотим бедных людей покормить. And they were so blissful. И они были в блаженстве просто, счастливы. And it's so clear that what is happiness? И стало очевидно, в чем же заключается счастье, глядя на He was них. explaining. Он объяснил. It's not being rich and famous. Оно заключается не в том, чтобы быть богатым и знаменитым. It's when the mood of service comes through your heart. Оно заключается в том, что дух служения изливается из твоего сердца. That's what happiness is. Вот что означает счастье. Actually, he was telling the story someone told him. На самом деле, он рассказал историю, которую ему кто-то рассказал. But it's the mood of service. Но суть ее в духе служения. So even God wants to serve. Поэтому даже Бог хочет служить. That's why Krishna appears as Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому Кришна является как Чайтанья Махапрабху. Because he realizes Потому что он that осознает, the highest pleasure что высочайшее блаженство is not to be loved, заключается не в том, чтобы быть любимым, but to offer love. но дарить любовь. Not to be served, Не быть тем, кому служит, but to offer service. но предлагать служение. Not to be God, Не быть Богом, but to be the devotee of God. но быть преданным Богу. So even God, Поэтому даже Бог, to be complete in pleasure, чтобы довести свое счастье и блаженство до совершенства, has to become a devotee. When you see these pastimes, и когда мы наблюдаем эти игры, we can understand also what is the mind of God. мы также можем понять, каков же ум Господа. Would that be a great name of a book? The mind of God? Как вам название книги? Ум Бога. I was thinking of writing a book Я вот подумываю написать книгу, based on the Bhagavatam, основанную на Бхагаватам, called The Mind of God. которую можно было бы назвать «Ум Господа» And one of my или «Ум Бога». favorite stories Одна из моих любимых историй, that indicates how God thinks, которая иллюстрирует то, как Господь думает, is after the battlefield of Kurukshetra. она в следующем. После битвы на Курукшетре, When Yudhishthira is being enthroned, когда Юдхиштиру возвели на трон, and as he's to sit on the throne, и сидя на троне, he sees they call it carnage, what's left after war, all the blood and the people. он созерцает на вот это поле боя со всеми его последствиями, побоища. And he thinks, what's the cause of this? И он думает, что же послужило причиной такому? The cause of this is me sitting on the throne. Причина этому то, что я сейчас сижу на троне. But if I didn't fight, Но если бы я не сразился, my family would be destroyed. моя семья погибла бы. И он пришел в замешательство. You know, I performed dharma, I did everything right. Я исполнил свою дхарму и вроде бы все сделал правильно. But still there's suffering. Но все равно страдания не избежать. Why do bad things happen to good people? Так почему же плохие вещи происходят с хорошими людьми? And he went to Krishna. И он пошел к Кришне. And he asked him, he raised his doubts. И он выразил ему свои сомнения. And Krishna just
spoke to him and gave so many examples and gave so much philosophy. И Кришна прямо объяснил ему все, проповедовал ему философию и привел многочисленные примеры. And after he finished, И после того, как он закончил, he looked at Yudhisthira, он посмотрел на Юдхиштхиру, to see if his doubts were fulfilled. Чтобы понять, разрешил ли он свои сомнения. He said, "Are you satisfied?" Спросил: ты удовлетворен? Yudhisthira said, "No, I'm not satisfied." Юдхиштхира сказал: нет, не удовлетворен. Krishna couldn't clear his doubts. Кришна не смог разрешить его сомнения. He went to Vyasadeva, Он отправился к Вьясадеве, who's the author, the editor of all the Vedas. который является автором всех вед. And Vyasadeva answered all his questions. И Вьясадева ответил на все его вопросы. He said, "Are you satisfied?" И спросил его: ты удовлетворен? He said, "No, I'm not satisfied." Он сказал: нет, не удовлетворен. Then he said, "Then go to Bhishmadeva." Тогда иди к Вишмадеву. So what's the mind of God? Так каков же ум Бога? Why didn't he answer the questions? Why wasn't Krishna able to answer? Почему Кришна не смог ответить на его вопросы? Why was Vyasadeva not inspired to question? Почему Вьясадева не был вдохновлен ответить на его вопросы? Because Krishna wanted his devotee Bhishmadeva to answer. Потому что Кришна хотел, чтобы его преданный Бхишмадев ответил на And he него. sent you, father, who is laying on the battlefield in a bed of arrows. И он отправил Юдхиштхиру к своему деду, который возлежал в тот момент на ложе из стрел на поле боя, Who brilliantly answered his questions. который блестяще ответил на все вопросы. What was the mind of God? Каков же ум Бога? He wanted to glorify his devotee. Он хочет прославить своего преданного. So, maybe when we meditate today on the pastime, Возможно, когда мы сегодня будем медитировать на эту игру, we should also try to meditate on what is the mind of the people in the pastime. мы также должны попробовать помедитировать на сознание личности, которые в ней You участвуют. remember our first scene? Вы помните нашу первую сцену? Krishna had just matured enough to be able to take out the cows. Кришна только-только подрос до возраста, когда он может пасти коров, начать. And it's the first day he's entering the forest of Vrindavan. И это первый день, когда он с ними входит. Sometimes we call Vrindavan Braja, Иногда мы называем Вриндаван Враджей. but technically Braja means the pasturing grounds. Но технически Враджа означает пастбище. But beyond the pasturing grounds is the forest of Vrindavan. Но за этими пастбищами находится... So Krishna was now able to take care of it. Before he was 6, he could only take care of the calves. До возраста 6 лет Кришна мог только телятами заниматься. In the pasturing grounds near his home. На пастбищах, близлежащих к его дому. Now he could take now he was given charge of the cows and he can go to the forest. Теперь ему доверили коров, и он может идти с ними в лес. So the Bhagavatam picture of this first day. И Бхагаватам проявляет перед нами эту картину первого дня выхода Кришны. Where are the cows? Где коровы? In front of Krishna. Перед Кришной. Krishna is behind the cows. Кришна следует за ними. What is Krishna's mind? Каков ум Кришны? Oh, Vrindavan. О, Вриндаван, I love Vrindavan. я люблю тебя. Let me put my soft feet on after the cows trample the ground. Я буду наступать на эту землю после того, как мои коровы потопчут ее. Oh, my Vrindavan. О, мой Вриндаван. You know, my mother came to Vrindavan in 1982. Моя мать приехала во Вриндаван в 1982 году. And miraculously had some type of spiritual experience. И чудодейственным образом она пережила здесь некоторый духовный опыт. Within her capacity. В соответствии со своей возможностью. And then I remember. И я помню. 10 years later.
10 лет спустя. It was before we had cell phones. Это было до того, как появились мобильные I телефоны. went to the shops to make a call to my Я mother. пошел в близлежащий магазин, чтобы позвонить матери. And she said, "Where are you?" Она спросила, ну ты где? I said, "Vrindavan." Я сказал, я во Вриндаване. She said, "How is my Vrindavan?" Она спросила, ну как там мой Вриндаван, пожалуйста? Somehow some affection for Vrindavan. Так или иначе, в ней пробудилась некая привязанность So к Вриндавану. Krishna has affection in us to Vrindavan. Кришна питает глубокую привязанность даже к пыли Вриндавана. And the cows are in front, Коровы следуют перед ним, and Krishna is blowing his flute. и Кришна играет на флейте. And what makes him blow his flute? И что вдохновляет его играть на флейте? His love for Vrindavan. Его любовь к Вриндавану. He's so excited Он так воодушевлен to go into Vrindavan. Гулять по Вриндавану. Why? Почему? Because Vrindavan loves Krishna. Потому что Вриндаван любит Кришну. Vrindavan also has a mind. У Вриндавана тоже есть ум. It has a consciousness. Это сознание. And what is the consciousness of И Vrindavan? каково же сознание Вриндавана? The consciousness of Vrindavan is service. Сознание Вриндавана – это служение. The happiness of service. Счастье в служении. The consciousness of Vrindavan is bhakti. А сознание Вриндавана – это бхакти. I gave a seminar in bhakti in New York. Я читаю семинар в бхакти-центре в Нью-Йорке Non-devotees. для непреданных. 15-hour seminar 15-часовой семинар over 3 or 4 days. на протяжении 3-4 дней. Practically, it's almost like everyone becomes a devotee. И после семинара, как правило, все становятся преданными. But at the beginning, you have to define bhakti. Но в самом начале необходимо утвердить, что такое бхакти. So I tried to find a definition of bhakti. И я пытался найти наиболее подходящее определение And бхакти. there were a few that I liked. Есть несколько, которые я люблю. One was given to me by a great Sanskrit scholar. Один подсказал мне один великий знаток санскрита. But it's so simple. Но оно очень простое. Bhakti means Бхакти означает to make yourself available сделать себя доступным for service. для служения. When you have bhakti, Когда у нас есть бхакти, you're there, you're ready, service. мы готовы служить. Whatever Krishna wants, Все, что Кришна не пожелает, I will do. я сделаю. The name for gopi is kinkari. Одно из обращений гопи, имен гопи, это кинкари. Kinkari means kari to do. Кинкари означает кари, туду, делать, кин, What you want, I will do. что ты хочешь делала. But the best definition Но лучшее определение I read in a book called Bhakti Sandarbha. я прочитал в книге, известной как Бхакти Сандарба. It said, Bhakti is best expressed through seva or service. Там написано, что бхакти лучше всего выражается в севе или служении. Which means loving responsiveness. Что означает любовная ответственность. See, it's not just love. Это не просто любовь. It's love Это любовь and the response to love. и также ответ или резонирование с любовью. You have love, Не так, что у вас просто есть бхакти и любовь внутри вас. but you respond to love. Нет, вы откликаетесь на любовь. So bhakti is loving responsiveness Поэтому бхакти – это любовная отзывчивость, expressed выраженная through the faculties of the mind, the body, and the words. выраженная через путями тела, ума и речи. So Vrindavan is bhakti. И Вриндаван – это бхакти. Vrindavan is the expression of bhakti. Вриндаван – это живое выражение бхакти. The wind Ветер. is love expressed. Ветер – это выражение любви. The wind is, I love you, Krishna. Ветер говорит здесь: «Я люблю тебя, Кришна». Cool breezes.
прохладный ветерок. I love you, Krishna. Я люблю тебя, Кришна. Gathering the fragrances of Vrindavan. Он подхватывает ароматы Вриндавана и несет их. Even the flowers. Даже цветы. I love you, Krishna. Я люблю тебя, Кришна. And a beautiful rose blossoms. И красивая роза расцветает. But it's not just blossoming. Она не просто цветет и благоухает. It's announcing its heart. Она выражает все свое сердце. It says, I love you, Krishna. Она говорит, я люблю тебя, Кришна. That's what Radha is. И то же самое из себя представляет Радха. The essence of the pleasure potency, Ladini Shakti, Суть этой энергии наслаждения, Хладини Шакти, is Krishna Prem. это Кришна Према. And when Krishna Prem intensifies to the highest degree, И когда Кришна Према I love you, Krishna, находит свою to высшую the точку, highest degree, когда это «Я люблю тебя, Кришна» звучит на максимальной частоте, Mahabhav, это известно как Махабхава, and Sri Radha тогда Шри Радха is Mahabhav Sarupini. She's the manifestation of that. становится или является этой Махабхава Сварупини, олицетворенным проявлением этой высочайшей любви. When Radharani puts on a beautiful gold necklace, Когда Радхарани одевает красивое золотое ожерелье, это ожерелье это тоже Радха, it's the same energy. это та же энергия. Just like if a girl loves a boy, Предположим, девушка влюблена в молодого человека, and the man is coming over, и visiting. Let's say it's the husband. Муж появляется там. I don't use those examples because in modern times the relationships are not so good. Я стараюсь как-то помягче эти примеры использовать, потому что в современном мире все это реально происходит. I'll use them anyway; they're more appropriate. So if the husband is away for a long time, если мужа долгое время не было дома, and the chaste wife will dress up very beautifully. Целомудренная жена, чтобы встретить его, оденется очень красиво, To please the husband. чтобы его удовлетворить. So she'll wear a gold necklace. Она оденет золотое ожерелье, to express I love you. чтобы таким образом сообщить ему: я люблю тебя. I am beautiful for your pleasure. Я украсила себя для твоего удовлетворения. But when Radha wears a gold necklace, Но когда Радха одевает золотое ожерелье, it's the same as her. это она сама, не It отлично от нее. actually is saying, I love you, Krishna. Она точно так же кричит: я люблю тебя, Кришна, это Everything ожерелье. is Mahabhav Swarupini. Все это часть вот этого единого тела Махабхава Сварупини. So Vrindavan is Bhakti personified. И Вриндаван это олицетворенная бхакти. The sounds Звуки are I love you, Krishna. говорят здесь: я люблю тебя, Кришна. The flowers, I love you, Krishna. Цветы говорят: я люблю тебя, Кришна. The wind, I love you, Krishna. Ветер говорит: я люблю тебя, Кришна. So when Krishna blows his, Поэтому, когда Кришна играет на своей флейте, he is expressing his joy он выражает свою радость from entering Vrindavan. Того, что он входит в этот лес Вриндавана. What do we have missing from our picture? Мы ничего не упустили из нашей картины. Пастушки. And what are the cowherd boys doing? Что делают пастушки? They're doing kirtan. Они поют киртан. Mukunda, sing some Krishna bhajan for some song you like. Say this is the cowherd boys. Just the first line. Yeah. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan. Shri Govinda Gopinatha Madana Maha. Shri Govinda Gopinatha
slow. They're doing kirtan. Они поют киртан. But what are they feeling? Что они чувствуют? They're feeling Krishna's love. Они чувствуют любовь Кришны. When the cowherd boys are in the forest with Krishna, Когда мальчики-пастушки входят в лес Вриндавана с and Кришной, they're sharing food, prasad off the same plate, и вместе с ним вкушают прасад с одной тарелки, they're intensely feeling that Krishna loves them. они остро чувствуют, как Кришна любит их. Because Krishna loves his devotees. Потому что Кришна любит своих преданных. These are all pure devotees. А все они являются чистыми преданными. So they're intensely feeling Krishna's love. Поэтому они острейшим образом чувствуют. Just I think you told me also, this is a group, mostly of Radhanath Swami's disciples that will go on his parikram when he comes. This group here. Да, то есть вот как я знаю, что ваша группа, она состоит в основном из учеников Радханат Свами, которые приехали, чтобы вместе с ним поучаствовать в его ятре. So how do you feel? Как вы чувствуете, If Radhanath Swami если Радханат Свами looks at you посмотрит на вас and says, Hare Krishna, и скажет Харе Кришна, so happy that you came today, я так счастлив, что вы здесь, and you feel that. и вы это чувствуете. So in Vrindavan, the cowherd boys, when they're doing kirtan, Во Вриндаване мальчики-пастушки, воспевая киртан, they're intensely feeling that Krishna loves them. они остро ощущают, как Кришна их любит на самом деле. And therefore they're singing with such heart. И поют с таким сердцем, с таким воодушевлением. And the whole atmosphere is the most intense love. И вся атмосфера, окружающая их, это не что иное, как мощный поток любви. In the Upanishads it says rasa vai saha. В Упанишадах сказано «Расова и сага». What is the ultimate reality? В чем заключается высшая реальность? It's the highest exchange of love Это высочайший взаимообмен любовью between God and his devotees. между Богом и Его преданными. And it's so thick И он такой густой, you can cut it with a knife. его можно резать ножом. Krishna has two pleasures. У Кришны есть два основных удовольствия. Bhaktanand, Бхактананда Sarupanand. и Сварупананда. Sarupanand Сварупананда is his own pleasure within. – это его собственное внутреннее счастье. The analogy I give, Аналогия, которую я могу привести. I have a place У меня есть место, 2 hours north of New York City in the country. оно находится в сельской местности в двух часах езды на север от Нью-Йорка. It's a reconverted barn. You know what a barn where the cows used to be? Это хлев, в общем, перестроенный немножко. They made it into a place for me. Его, в общем, перестроили для меня, сделали мне там And домик. outside my front door, А напротив моей двери there are 2 trees, 2 дерева, and there's a hammock. гамак и гамак. And after lunch, После обеда I like to lay in the hammock я люблю лечь в гамак and swing. и покачаться немножко. I don't need anyone else. И мне никто в этот момент не нужен. The pleasure is just coming from myself. Удовольствие, оно просто из меня самого сочится. That's Sarupananda. Это называется Сварупананда. But the higher pleasure, Но более высокое удовольствие. I have to clarify one thing. Дайте-ка я проясню кое-что. It's not my hammock. Это не мой гамак. The hammock happens to be there. Гамак там уже был. The owners of the property, Владелец этого участка, their house is in front, его дом напротив. and they have a hammock. И это его гамак. And the Maharaj, so after lunch, uses the hammock. Махарадж иногда после обеда пользуется им также. And in the evening, he uses their sauna. А вечером он иногда пользуется его сауной.
But so, I live in a very nice place. Хорошее место, одним словом. Across the street from me Через улицу от меня lives one of Prabhupada's first disciples, живет один из первых учеников Шрилы Прабхупады, Satsvarup Maharaj. Сатсваруп Махарадж. And sometimes I go in there, take lunch with him. Иногда мы с ним вместе обедаем. But the pleasure of love Но удовольствие любви requires that it comes from outside of you to you. требует того, чтобы эта любовь приходила к вам снаружи, Therefore, извне. Поэтому Eko Bahusham, эхо бахушьям, the one absolute reality becomes many. абсолютная реальность становится многим For love. для того, чтобы обмениваться любовью. And that Bhakti-Anand, И это Бхакти-Ананда, God's own bliss potency, собственная внутренняя энергия наслаждения Господа. He puts it in the hearts of His devotees. Он вкладывает ее в сердца своих преданных. And from the hearts of His devotees, И из it сердец comes его back преданных towards Him. она возвращается извне к Нему. So that's the spiritual world. Вот это и есть духовный мир. The devotees have pure hearts У преданных, преданные чисты сердцем, that's filled with God's bliss potency of love. которые полны энергии любви Господа. And it flows towards Krishna. И она течет по направлению к Кришне. And the devotees also feel Krishna's love. И преданные также чувствуют любовь к Кришне. Okay, so he enters into the forest Они входят в лес with the cows. с коровами. He's playing his flute out of joy. Он играет от радости на своей флейте. The trees are bending to his feet with the red flowers. Деревья склоняются к его стопам, предлагая красные цветы. And what's the consciousness of the trees? Каково сознание этих деревьев? They love Krishna. Они любят Кришну. And in their minds they're saying, И в своих умах они вторят: your feet, the red lack of your feet is so much more beautiful than even my beautiful red flowers. красноватый оттенок твоих стоп превосходит многократно красоту этих красных цветов. But I am so sinful Я так греховен, that I'm non-moving. что я неподвижен, And I говорит cannot дерево. follow you into the forest. И я не могу идти за тобой, следовать за тобой в лес. And what is Krishna thinking? А что думает Кришна? How great are these trees? Как велики эти деревья, That not only are they offering themselves to Balaram in love, они не просто предлагают самих себя Балараме с and чувством even though любви. they're so stately and aristocratic, tall trees, Несмотря даже на то, что они столь высоки и благородны, look how humble they are. посмотрите, как они смиренны. And I will bless them because of this deep humility in their heart. И я непременно благословлю их в награду за это глубокое смирение в их сердцах. Okay, we're just kind of reviewing. We didn't get to the new stuff. Итак, это все было краткое содержание предыдущих серий. Should I just jump ahead, or is this okay? Вас это устраивает, или мы должны дальше продвинуться? You can start from the beginning, but just go on. Я сказал, вы можете начать сначала, но просто продолжайте. Okay, we'll go quickly. We'll go quickly. Okay. You have all the picture in your minds now? Вы воссоздали эту картину в своих умах сейчас? And not just the visuals, Не просто визуализируем, да? but the emotions that are happening. Но мы чувствуем эмоции, которые там царят. And then the bees, Пчелы, they're also following. они тоже там, рядышком. And they're such great devotees Это столь великие преданные, that even though Krishna is hidden in Madhurya, несмотря на то, что Кришна покрыт своей мадурией, in his sweetness, своей сладостью, he's not
manifesting the majesty of God. Он не проявляет сейчас свое величие They're божественное. still following him into the forest. Они продолжают следовать за ним в лес. And because they are great sages, И, будучи великими мудрецами, they're singing Krishna's glory. они воспевают славу Кришны. And then as Krishna is continuing, Кришна продолжает свой путь, every animal has an opulence. и каждое животное, которое встречается у него на пути, проявляет свою красоту. In fact, В действительности, in the rasa dance, в танце раса, when Krishna is dancing with the gopis, когда Кришна танцует с гопи, and it's accompanied by music, и все это происходит под музыкальный most аккомпанемент, beautiful music. самой удивительной и красивой музыки. The commentators say Комментаторы говорят, every species of life что каждый вид жизни, has its own melody to offer to Krishna. каждый вид жизни во Вриндаване поет свою мелодию для удовольствия Кришны. Do you know the elephant melody? Вы знаете мелодию слона? High and low. Do you know the cricket melody? Вы знаете крикет? Cricket? Сверчок. Сверчок? You know a cricket, they rub their... Не, сверчок. You know the cricket melody? Мелодию сверчка. What? He can do 192 rounds very quickly. And even, I think Vishwanath Chakravarti Thakur says, И я думаю, что сам Вишванат Чакраварти Такур говорит, every living entity has a melody. что каждое живое существо имеет свою мелодию. So everyone has something to offer to Krishna. Поэтому каждому есть что предложить When Кришне. you love someone, Когда вы любите кого-то, you offer them the best. вы предлагаете лучшее, что у вас есть. One time, Однажды, this will be an interesting thing. сейчас я вам интересную вещь I расскажу. have a very good friend, У меня был один очень хороший друг. and he's a very, very nice Vaishnava. Он замечательный. And he's a very distinguished professor. Он очень и очень известный профессор. He joined in Vrindavan in 1981. Он присоединился к движению здесь, во Вриндаване, в 1981 году. He was our life membership director, Он был руководителем нашей программы our попечителей, Sankirtan leader. лидером Санкиртаны. And then he went back to college, Так или иначе, он вернулся в институт and he became a distinguished professor. и стал прославленным профессором. Have you ever heard of Penguin Classics? Вы когда-нибудь слышали Penguin Classics? I've never heard. Penguin Classics means the top publishing company. Book. Yeah. Yeah. Это первое издательство, книжное издательство в Америке. They publish all the great works. Они опубликовали все известные произведения мировые. Just like you go in a cultured Russian's home, Если вы придете в какой-то интеллигентный дом в России, even if they don't read them, даже если там эти книги не читают, they have all the classics, вся Dostoevsky and all the книжная классика, Chekhov, Достоевский, Чехов, and all все. the, right? So this has Penguin Classics. Вот издательство «Пингвины», они все это издали. So any famous, what did you say? I just translated the name of the publishing house. It happens to be the top publishing company in the world. Так получилось, что это на самом деле какое-то время они были первыми в мире, первое издательство в мире. So they have all of the great authors. Все великие авторы публиковали сии. Countries. So they decided to do. Что они решили сделать? They should have the 10th canto of Bhagavatam. Они решили издать 10-ю песнь Бхагавата. Krishna, the beautiful personality of Godhead. Кришна — красивая верховная личность Бога. And they got him to translate. И они привлекли его для перевода. Now it's a Penguin classic. It's already published. Yeah.
В общем, издали эту книгу. Say Penguin Classic. Классика пингвинов. And the dedication, И посвященность. you know, a book has a dedication in the beginning. Простите, при предисловии или благодарность в начале книги. Is to Prabhupada and the BBT. Адресовано Прабхупаде и BBT. Where he first got a Krishna book. То есть это было первое издание книги о Кришне, которое он прочитал. He also did a commentary of the Yoga Sutras. Он также прокомментировал Йога-сутры. It's the #2 bestseller of Eastern literature on Amazon.com. Эта книга, она занимает второе место среди бестселлеров по восточной литературе на Amazon.com. He's also famous in academia. Он очень известный академик. For finishing the theory of the Aryan invasion of India. Он прославился в академии за издание книги Theory of. There's a theory that India was settled by Europeans that came in. It's called the Aryan invasion. Теория арийского завоевания. Такой труд был. So, I would stay at his house. Я жил у него дома в гостях. And he had 100 pages of transcripts. У него было 100 страниц транскрибированных текстов. Of questions to the most learned scholar in Vrindavan. Вопросов и ответов, бесед с одним самым прославленным ученым Вриндавана. Some Western devotees went to him. Какие-то преданные с Запада, они ходили к нему. Now here's the question. Теперь вопрос. They asked him. Они спросили его. Can you serve Krishna pizza? Можно предлагать Кришне пиццу? I want your opinion. Каково ваше мнение? Yes. Why? Почему? It's tasteful. What? It's tasty. Pizza is tasty. You ever heard in the Chaitanya Charitamrita that в Чайтанья Чаритамрите мы где-то встречали, что Кришна пиццей кормят? You ever heard in the Krishna book there's pizza? Или в 10-й песне Бхагаватам? Why don't you offer Krishna what he eats? Почему бы не предложить ему то, что он ест? Good idea. What? Good idea. Good idea. You know what his answer was? Вы знаете, что ответил этот пандит? He said yes. Он сказал да. He said whatever you like best, you can offer with the most devotion. То, что вы считаете лучшим, можете предложить с максимальной преданностью. Whenever I come to Russia, всякий раз, когда я приезжаю в Россию, they serve me borscht. Они меня кормят борщом. Because whatever you like best, you can offer with the Потому most что love. мы обычно предлагаем то с любовью, что считаем самым лучшим. Within limits. В определенных пределах разумных, конечно. But yes, if you go to a South Indian, если мы отправимся в Южную Индию, they'll offer you idlis and doshas. Нас там будут кормить идли и досами. You go to a Punjabi, если мы отправимся в Пенджаб, they'll offer you baturi rotis. Нас там будут кормить батури роти. With chana. С чаной. Chana sabji and gulab jamun. С чаной сан, с масалой и гулаб-джамунами. You go to anyway, whatever you like best, you offer with the most. Так или иначе, то, что вы считаете лучшим, просто предлагайте с максимальной преданностью. So when Krishna comes into the forest of Vrindavan, Итак, Кришна входит в лес Вриндавана. the peacocks offer their beauty. Павлины предлагают ему свою красоту. The birds offer their singing. А птицы предлагают свое пение. And the does offer their glances of their eyes. А олени предлагают красоту своих взглядов. Anyway, in this way, Krishna comes into Vrindavan. Кришна входит во Вриндаван. And he becomes very enlivened with the love of Vrindavan. Любовью Вриндавана.
expressed выраженный through Vrindavan offering him the best out of love. выраженный в том, что Вриндаван предлагает ему из любви все самое лучшее. And then Krishna, he enters the forest of Vrindavan. И Кришна входит в этот лес Вриндавана. And he sees the bees. Он видит пчел. And the bees, they have their eyes closed. Пчелы кружат с закрытыми глазами. And they're buzzing and buzzing and buzzing. И они жужжат. Krishna understands И Кришна понимает, that they're intoxicated. они просто опьянены. When you're intoxicated, your eyes can close. Когда вы опьянены, ваши глаза закрываются. And they're intoxicated with their love of Vrindavan. А опьянены они этой любовью Вриндавана. And their love of Krishna. И любовью к Кришне. And then Krishna, with his friends, he begins to imitate the intoxicated bees. И Кришна со своими друзьями вдруг начинает подражать этим опьяненным пчелам. And then Krishna looks at the peacocks. А потом Кришна взирает на павлинов. And he says, you don't know how to dance. Он говорит, вам не обязательно танцевать. And then Krishna starts to do the peacock dance. Вы не знаете, как танцевать. И он начинает танцевать, как павлин сам. You can't dance. Вы не можете And танцевать. his friends are just laughing. А друзья его просто хохочут. And then when animals start to stray away, И когда животные начинают разбегаться, Krishna, like the rumbling of clouds and a deep voice, Кришна, как грозовое облако, глубоким голосом, he begins to call the different animals. он начинает созывать разных животных. And the animals hear his love. И животные эти чувствуют его любовь. And he calls them by name. Он зовет их по именам. For example, he has cows that are just pure white. У него есть коровы, которые белые, полностью And белоснежные. they have appropriate names. И у них соответствующие имена. And Krishna calls the cows. И Кришна зовет их. Shukla, Shukla, Шукла, Sharma. Шарма. And then the cows hear Krishna calling them, and the ones that strayed off come. И коровы эти приходят к Кришне, как только слышат его зов. And then he sees the black cows, Потом он видит черных коров. and he calls the black Он cows. зовет их. Kala, Shama, and then the black cows come. Приходят черные коровы. And then he sees the red cows, Он видит красных коров. and he sees, oh, Aruni, and he calls the red cows. Он зовет красных коров. And then he sees the yellow cows, Потом желтых. Pingala, and he calls the yellow cows. So now this is added to your picture. Вот это все дополнительные сюжетные линии к вашей Krishna's eyes картине. are closed. He's acting like he's an intoxicated bumblebee. Глаза Кришны закрыты, он выглядит как пьяный шмель. And then he's dancing like a peacock. Он танцует как павлин. And he's expert at imitating the different types of birds. И он искусный имитатор различных птиц Вриндавана. Kujat Кила хамса сара сагана. Come on, but could you reverse it? Something Mayura Kure. I forgot to say. I forgot to say. But they're all the different birds, and he calls all the different birds. Кришна призывает к себе всяких разных птиц. And then А потом him and Balaram are holding hands. он и Баларама берутся за руки, And then his friends start to dance. и его друзья начинают танцевать. I know in New York City, В Нью-Йорке, when you go to Union Square, если вы пойдете на центральную площадь, and they have that 6-hour kirtan, и там у нас проходит 6-часовой киртан, as you're walking through the park, через эту площадь можно пройти в парк. there's people that
are breakdancing. Там брейкеры собираются. And their friends are around. И там их друзья тусуются вокруг. And, they really get into it. Да, и в общем там у них своя атмосфера. So some friends, I don't know what the dance is, but his friends just start to dance. То есть и там так или иначе вот все в этот танец And вовлекаются. Krishna and Balaram are enjoying it so much. И Кришна и Баларама так этим наслаждаются. And then they have wrestling and different fights. А потом они начинают бороться всевозможными And способами. Krishna and Balaram are going sadhu, sadhu, Кришна и sadhu. Баларама кричат саду, саду, саду. And they're enjoying so much. Они наслаждаются этим. And then Balaram gets fatigued. И потом Баларама вдруг устает. So Krishna's the younger brother. Кришна младший брат. So Balaram lays down. Баларама ложится, And Krishna's massaging the feet of Balaram. и Кришна массирует стопы Баларама. And you're watching this. И вы это видите. And you're seeing the love between them. Мы наблюдаем эту любовь между ними. My godbrother Tamal Krishna Мой Maharaj, духовный брат Тамал Кришна Махарадж, who is Prabhupada's main assistant. который был главным спутником Шрилы Прабхупады, And he was one of помощником he had many disciples. у него учеников. And then his younger brother, И однажды его младший брат, who's a professor of English in America, который является профессором английского языка, живет в Америке. After many years, Спустя много лет he became a devotee. он стал, наконец. And Tamal Krishna Maharaj would like to be with his brother. И Тамал Кришна Махарадж очень любил проводить время со And своим Tamal Krishna братом. Maharaj had a very beautiful old Brijbasi house in Vrindavan. У Тамал Кришны Махараджа был старый такой в риджабасском стиле дом And when I здесь во come Вриндаване. in, Когда я приходил, him and his brother were taking a nap он и его брат, они там лежали так in bed. и спали на одной кровати. And then one day, И однажды his brother got down on his knees его брат встал на колени and said, и Tamal сказал: Krishna Maharaj, Тамал Кришна Махарадж, will you become my guru? сможешь стать моим гуру? And you know what Tamal Krishna Maharaj said? Знаете, что сказал Тамал Кришна Махарадж? He said, I have thousands of Он disciples, сказал: и только один брат, and I'm not going to ruin it. и я не собираюсь ломать эту картину мира. The brother can't sleep on the disciple can't sleep Потому on что ученик не может спать со своим гуру на одной кровати. So imagine Krishna and Balaram. Представьте себе Кришну и Баларама. He's massaging. God has a brother and he's massaging his feet. У Бога есть брат, и он массирует ему стопы. Then Krishna becomes tired. Потом Кришна устает. And the cowherd boys run around. И мальчики-пастушки вокруг. And when the cowherd boys run around, they're all making different pillows. Когда они начинают вокруг суетиться и делают разные pillows, подушки. Some get all these branches and leaves. Кто-то там собирает какие-то ветви и листья. And some, make a pile of dirt and put their cloth over it. Кто-то кучку глины наскребает и сверху кладет свою ткань, одежду. And some people get lotus flowers. Кто-то из цветов лотоса And делает. it's the summer, and then they make like a 6 inches of chandan. 6 дюймов чандана And then укладывают, lotuses. а потом лотосы, And then chandan. и снова And чандан. they make all these things. И вот пастушки таким образом там And делают then это все. Krishna comes Когда Кришна подходит, and he puts his head on his devotee's lap. колени своему преданному. He'd rather sleep on the devotee's lap. Ему приятнее лечь на колени к преданному. And then, А потом, when Krishna is just about resting, перед тем, как отдохнуть, the cowherd boys start to do the most amazing. мальчики-пастушки начинают петь самый потрясающий You киртан. can't imagine what this kirtan sounds like. Мы не можем себе представить, как звучит этот So киртан. now I'll describe the Sanskrit words. Сейчас я кое-какие санскритские слова It объясню. says Mahagyani.
говорится махагьяни. It means supremely attractive to the mind. Это то, что невероятно привлекательно для ума. And what does that Означает? It has the most beautiful melody. Это означает, что самая удивительная, красивая мелодия звучит. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And the most expert rhythm, tal В совершенном ритме. and rag are perfect. То есть тал и рага полностью When the совершенны. rhythm and melody are perfect, Когда ритм и рага и мелодия полностью they совершенны, enter into very deep parts of your psyche, они способны проникнуть в самые глубины вашей психики and they open up the heart chakra и открыть там, распахнуть сердечную чакру, to enable you to fully have emotional experience. чтобы появилась возможность испытать глубочайший эмоциональный опыт. So what happens И что происходит? is when there is the right rag and the right melody, Когда звучит правильная рага и правильная мелодия, combined with the nam, or the names of Krishna, сопровождаемая намой или именами Кришны, it opens up the maximum devotional feelings. это открывает, дает возможность пределу духовных чувств, And one эмоциональных becomes чувств. more and more absorbed in the kirtan. И благодаря этому личность все глубже и глубже погружается в киртан. And the name becomes more and more prominent. А имя становится все более и более звучным. And in one's consciousness, И в сознании человека, in good kirtan, в хорошем киртане, the rag and tal begin to recede towards the background. рага и тал, они начинают отходить на второй план. And you become absorbed in the name. И мы погружаемся в само имя. So in their kirtan, it's just the most perfect rag, the most perfect tal, И в их киртане рага и тал абсолютно совершенным образом creates the сыграны. maximum devotional feelings. Пробуждают предельно высокие духовные, эмоциональные чувства. And the glories of Krishna become magnified. И слава Кришны возрастает. And then it says, Tad Anurupani. И дальше говорится тад анурупани. That it not only has rag and tal, Там не только рага и тал, but it's done appropriately. но также это делается должным образом. The rag and the tal are appropriate for the particular time of the day. Рага и тал, как правило, соответствуют определенному времени And суток. they sing songs that are appropriate for the occasion. Но также поются песни, которые очень уместны. Where I live upstate New York, Я живу на окраине Нью-Йорка. it's kind of a chakra for kirtan. Это место... what do you mean, It's like a place where many Place, people do many. kirtan. Там у нас киртан распространен. So, not far from me, Недалеко от меня lived this devotee Shamdas. жил преданный по имени Шлямдас. And I would go, Я часто навещал его, ездил к нему в гости. and he would come to us for Он Janmashtami. приезжал к нам на Джанмаштами. And very sweet relationship. У нас были очень теплые взаимоотношения. He was in the Vallabha Sampradaya, Он был в Валаба Сампрадае. a Vaishnav lineage. Это вайшнавская линия. And
We have deity worship, Мы поклонялись божествам, but kirtan is the most prominent thing. но основной частью программы был киртан. They have kirtan, У них есть киртан, but deity worship is most prominent. но у них тоже есть киртан, но там основной акцент на поклонении. Worship the deity Когда они поклоняются божествам, according to the season. в соответствии с временем года, They have particular songs. они поют соответствующие песни. For example, in the summer when there's Holi, Например, летом, the Holi festival, когда проходит фестиваль Холи, for 30 days 30 дней they sing various songs of the pastimes of Holi. они поют различные песни о фестивале Холи. So when I was teaching this about 10 years ago, Когда я изучал это 10 лет назад, and I looked up this Anurup painting, kirtan was a вот обратил внимание на это слово Таданурупени, то есть местный киртан. What does this mean? Что я? So I had a friend, У меня есть друг, and he was the top Bhagavatam scholar in Vrindavan under 40 years old. он считался самым продвинутым знатоком Бхагаватам на протяжении 40 years old? Under 40 years, he was На протяжении 40 лет. They gave him an award. Нет. So I called him up. Я обратился к нему. What does this mean? Что вот это значит? Every verse, he practically by memory knew every commentary. То есть он мог дать комментарий по любому стиху по памяти. So he gave me the commentary. Он дал мне комментарий. What does it mean that the kirtan is appropriate? Что означает уместный киртан? He gave an example, and it's such an amazing example. Он дал пример, и я нахожу его совершенно удивительным. Now envision this. Представьте себе. You're the cowherd boys, Вы пастушки or you're the gopis. или гопи. Krishna has a beautiful threefold bending form. Кришна стоит перед вами в удивительной, изогнутой в 3 местах форме. And he has a golden dhoti. У него золотое дхоти. And the wind blows. И ветерок дует. And when the wind blows, И когда он дует, the dhoti gets tight on his skin дхоти обтягивает тело Кришны and reveals his form. и подчеркивает его форму. So one cowherd boy says, Один пастушок говорит: "Did you see that?" ты видел это? The other one goes, "Wow." Другой говорит: вот это да. And the third one says, А третий говорит: "Let's have a festival." давай устроим по этому поводу фестиваль. So they all start to cook, И они все начинают готовить and they have a festival. и проводят фестиваль. Krishna's dhoti blowing in the wind festival. Это фестиваль, посвященный тому, что ветерок всколыхнул дхоти Кришны. And then А потом the cowherd boys мальчики-пастушки immediately start composing songs тут же на месте начинают сочинять песни about the beauty of Krishna's dhoti blowing in the wind. о красоте дхоти Кришны, развивающемся на ветру. Like immediately. Тут же на месте It starts. они начинают петь. So that's, and I had a commentary on this verse, I said. У меня есть свой собственный комментарий на As you can imagine, some cowherd boy going, Krishna's dhoti is blowing in the wind, and I have to Можете себе sing представить, something. сразу тут же на месте дхоти Кришны развивается по ветру. My commentary was, Мой комментарий, and this is the origin of rap music, и это изначальный рэп, because so quickly they would start to sing songs. потому что они тут же на месте сочиняют песню, и очень-очень красивым, совершенным образом. And then, so this was appropriate kirtan. Вот это означает уместный киртан. The guru passes away. Гуру уходит. What is appropriate kirtan? Какой киртан нужно петь в этот момент? From Narottam Das Thakur's heart comes, Который изошел из сердца Нароттам Даса Такура. Yeya Nilo Premadana Karuna Prachu
по любому поводу и случаю. Lord Nityananda's appearance, Явление Господа Нитянанды. Nittai Pada Kamala Koti Chandra Sushila Ye Jaya Jagata Jurai Ye Jaya Jagata Jurai Hey no Nittai Binebai Radha Krishna Paitenai Jida Kori Daro Nittai Pai Jida Koro Nittai Nittai Pai Say Sambandha Nahi Jai Vrita Janda. So it's appropriate songs. So it's Mahagyani, it's attractive, it's done properly, it's done appropriately for the time, for the occasion. Махагьяни означает очень приятное для слуха, совершенным образом сильное и уместно. It's done from a melted heart. И также говорится, оно от чистого сердца, наполненного. And then it says Shanai. Shanai means gradually. И также Шинай означает постепенное развитие. It builds up. Он выстраивается, этот киртан. Naturally. Естественным образом. From the bhav. Он следует за бхавой. So they do this kirtan. Они поют такой киртан. And this way Krishna is enjoying Vrindavan. И таким образом Кришна наслаждается Вриндаваном. Just as an ordinary boy. Как обычный пацан. So sweet. Очень сладостно. So we have all these things in our mind. Теперь мы все это представили в своем уме. Not only the picture of it, Не просто картинку этого, but the movie of it, но мы видим кино. and the sentiments of it. И также мы ощущаем переживания героев. And then, И теперь Ishta Cheshtata. Иштачештита. Then this sweet boy, Этот сладостный юноша, Cheshtata, he does activities Чештита, он совершает действия, that Isha, only God can do. которые только Иша или Бог может совершать. And therefore, И поэтому a pastime happens. Происходит лила, игра. We'll just give a few highlights. Мы просто сейчас некие предварительные затравку сделаем. The cowherd boys get hungry. Пастушки проголодались. And sometimes they, Иногда они приходят к Кришне. and they say, "Oh, destroyer of the wicked." Ах, о What? защитник несчастных. Простите, разрушитель злых. The evil. Злых. Oh, destroyer of the wicked. What is more wicked than hunger? Что может быть злее голода? Destroy our hunger and get us some food. Разрушь наш голод, дай нам поесть чего-нибудь. That's love. Вот это любовь. They're asking Krishna, Они просят Кришну, but it's love. но это любовь. Just like if the child, Как, например, ребенок, if Nayana comes если Наяна придет and pulls on Mukunda Murari's shirt и потянет Мукунду за футболку and says, "Daddy, Daddy, I'm hungry. и скажет: папа, папа, я кушать хочу, Please feed me." пожалуйста, покорми меня. It's love. Это любовь, Because it's, oh, he is my maintainer. потому что у нее есть понимание, он мой защитник, он меня поддерживает. And then they say nearby, А дальше они говорят Кришне: nearby. there's a forest of delicious tal fruits. Здесь неподалеку лес с очень вкусными плодами дерева тал. You know, sometimes Иногда, we either go, we're only in Russia or America and India. будь мы в Америке, в Индии или России, So those are the fruits we know. мы знаем определенные фрукты.
But I went to South America, Но я езжу в Южную Америку. and so many exotic fruits, Там так много экзотических фруктов, so colorful, таких разноцветных, so tasty, таких вкусных. you can't imagine. Вы не можете представить. In the same way, И также this tall fruit, эти плоды дерева тал, which is very rare to get today, которые сегодня практически is недоступны. so like mango colored, Это как цветное манго. So Такого же tasty. цвета, как манго, такие вкусные. but we can't, because there is this evil demon, Но мы не можем их попробовать, потому что один злой демон the ass or donkey demon, в теле осла, and he represents олицетворяющий the grossest ignorance. грубейшее невежество. What is the grossest ignorance? В чем оно заключается, грубейшее невежество? Selfishness. Эгоизм, корысть. And how selfish is this donkey demon? Насколько корыстный был этот демон-осел? He can only eat grass. Он мог есть только траву. He can't eat the fruits. Он не мог есть плоды. But because he can't have them, he doesn't want anyone else. И потому что он не мог сам ими наслаждаться, он не хотел никому их давать. He'd rather they rot on the floor Он предпочитал, чтобы они падали с дерева и гнили на земле, than anyone else enjoy. чем предпочитал тому, что кто-то ими насладится. That's envy. Это зависть. Envy means Зависть означает, in your heart что в вашем сердце you want to be better than everyone else, вы хотите быть лучше других, and you hate others who are. и вы ненавидите тех, кто действительно лучше. And you don't want them to enjoy more than you. И вы не хотите, чтобы они наслаждались больше, чем вы. So Balaram, И Баларама, who represents Guru Tattva, который олицетворяет Гуру Татву, and Dhenukasura и Дhenukasура, represents gross ignorance. олицетворяющий грубейшее невежество. Guru kills gross ignorance. Гуру убивает грубое невежество. So hearing the pastimes also have the psychological effect. Поэтому слушание этой игры также оказывает психологический эффект. So Balaram comes into the forest, Баларама входит в этот лес. and of course the donkey comes and throws his back legs at Balaram's chest. Этот демон нападает на Балараму, пытаясь легнуть его в грудь своими копытами. Braying loudly and angrily. Он истошно кричит в ярости. Balaram just picks him up easily Баларама с легкостью берет его за ноги and throws him into the forest. и забрасывает его далеко в лес. And then the rest of the donkeys attack. Потом остальные ослы прибегают. And Balaram just throws one after another into the И forest. Баларам одного за одним. And they hit the trees. Они падают на деревья. And one tree hits the other tree, hits the other tree, hits the other tree, and the whole forest is И destroyed. дерево одно за одним, деревья, как карточный домик, валится в этом лесу. So here is the question. Теперь вопрос. Why did Balaram destroy the forest of Vrindavan? Зачем Баларама разрушает лес Вриндавана? Very interesting point. Очень интересный момент. The reason is Причина that people with bad consciousness, заключается в том, что люди с плохим сознанием, they contaminate everything around them. они оскверняют все вокруг себя. And people with good consciousness, А люди с хорошим сознанием, they purify everything around them. они очищают все вокруг себя. So I was thinking, И я думал, the Kirtan Mandal in the Krishna Balaram Mandir, Киртаном Мандала в Кришна Баларам Мандире, 24-hour Kirtan, 24-часовой киртан, almost like 30 years now, or почти 25, 27, something. 29. 29 years. 29 лет уже проходит. That vibration Сама эта вибрация, on the marble, она on the columns, там в мраморе, в колоннах, в потолке, в храме. the
the place itself becomes so purified. То есть само это место настолько очистилось благодаря этому So киртану. because the demons lived in that forest, Поскольку демоны жили в этом лесу, everything became so все contaminated стало оскверненным. that Balaram had to wipe out the whole И forest Балараме нужно было все сносить and подчистую. let new seeds grow. Пусть новые семена здесь прорастут. So then Krishna killed the demon, Кришна убил этого демона, and then he comes back to Vrindavan. и они вернулись во Вриндаван. And he's returning from the forest. Они возвращаются из леса. And then everyone is in Vrindavan. How are they feeling? Sorry. How are they feeling in Vrindavan? Как себя все чувствуют во Вриндаване? They're in such separation. Они все в такой разлуке. Because this was the first day Потому что это был первый день, that Krishna left for the forest. когда Кришна ушел в лес. So they're in such intense separation. Они в такой глубокой разлуке пребывают. Especially the gopis. Особенно гопи. So the gopis, they immediately run out to the outskirts of the town when they hear the kirtan of the cowherd boys. Гопи мгновенно устремляются к окраине деревни, когда слышат издалека доносящиеся звуки киртана пастушков. And their husbands try to stop them. Мужья пытаются их остановить, But they say, get out of the way. но они говорят: пошли прочь с I'll дороги, kill you. я убью Get тебя, out of the way. пошел вон с дороги. But they're chased. Но они при этом целомудренны. And why are they chased? Почему они целомудренны? Because they go in a group together. Потому что они идут The вместе. chaste ladies, they go in a group together. Они не поодиночке, а все вместе идут. But they were overpowered by their attraction for Krishna. Но они не могут пересилить это желание откликнуться на But it was привлекательность within Кришны. the nature of chastity still. Тем не менее, природа целомудренная все равно с ними. And then, what do they see? И что они видят? First they see the Padaduli. Сначала они видят Пададули. What do they feel when they see the dust of Vrindavan? Что они чувствуют, когда видят эту пыль Вриндавана? You went to Barsana yesterday? Вчера вы были на Варшане, You met Ramesh Baba? встречали Рамеш Бабу. Did you look out at his Goshala? Вы видели его Гошалу? Did you look at it? Yes. 20,000 cows? Кстати, 30,000 cows? 30 тысяч коров. Can you imagine them coming back from the forest and seeing the dust? Вы можете себе представить, что все они одновременно возвращаются из леса и поднимают клубы пыли. So first they see the dust, Итак, первое, что видят гопи, это пыль. then they hear the kirtan. Потом они слышат киртан. Can you imagine that kirtan? Можете себе представить этот киртан? The cowherd boys coming back from the forest. Возвращаются из леса. And then they see Mukunda. И потом они видят Мукунду. Krishna's name is Mukunda. Так Кришну зовут. What does Mukunda mean? Что это значит? It means, Muk means face, Мук означает вера, and Unda, it's from Ananda. мук означает лицо, от слова ананда. Мукунда Krishna's face означает лицо Кришны, gives one great pleasure, которое дарует великое наслаждение тому, кто его and созерцает. therefore liberates one from the world. И поэтому Мукунда также означает дарующее освобождение от мира. So this was the first meeting between really, the first time in the Bhagavatam that we see the sentiments of the gopis for Krishna. И в этот момент мы встречаем впервые на страницах Бхагаватам описание чувств гопи к Кришне. And then Krishna returns to his house. Потом Кришна возвращается в свой дом. What a wonderful day. Какой удивительный день. And Krishna has the best job. И у Кришны самая лучшая работа на свете. Cow protection. Он заботится о коровах. There's 4 types of mercantile people. Mercantile. Business. Vaishya. Есть 4 вида торговцев или There вайш. are the bankers, Это банкиры, people who trade, торговцы, people who do agriculture, те, кто фермеры,
and people who protect cows. и те, кто занимается коровами. But cow protection is the best. Но скотоводы или те, кто заботится о коровах, лучше всех. Agriculture, you have to plant seeds, you have to pull out weeds. Занимаясь сельским, сажать семена, поливать, пахать землю. But in Vrindavan, cow protection, Но во Вриндаване заниматься коровами, just take the cows out to the forest. просто вывести их в лес. And they'll graze, and they'll eat the leaves off of the trees. И они просто And play your падают. flute, И можно просто играть на флейте. and do kirtan, И петь киртан. and dance, И танцевать. and take picnic. И кушать пикник. And that's your job. И вот это, в этом вся работа. Your job is to do kirtan all day with the cows. Вся ваша работа в том, чтобы рядом с коровами весь день петь киртан. So God, И Бог, He chooses to become a cowherd boy, Он выбирает стать пастушком, because it's the best job. потому что это лучшая работа. Okay, are there any questions Есть какие-то вопросы? on any subject? По любому поводу, любые вопросы. Да. Кришна любит пастушков, потому что они любят Кришну. Пастушки любят Кришну, потому что чувствуют, как Кришна любит их. Где начало? So Krishna loves his cowherd boys because they love him. They love him because he loves them. Where is the beginning? It's an eternal relationship. Это вечное отношение. You see, in our world, В нашем мире time has past, present, and future. время предполагает прошлое, настоящее и будущее. In the spiritual world, В духовном мире there's no past, present, and future. нету прошлого, настоящего и будущего. It's hard for us to understand, Сейчас нам это сложно понять, but God is supreme. но Бог верховный. So He is not controlled by time. Поэтому Он не находится под контролем времени. We're controlled by time. Мы находимся под Его контролем. God is not controlled by Но time. Он времени не подвластен. So all His pastimes Поэтому все Его игры are happening always. происходят всегда. Just like there's a pastime where Krishna first meets Radha. Например, игра того, как Кришна впервые встречается с Радхой. But there's in our time, В нашем временном that would mean понимании before Radha never knew Krishna. это означает, что произошло этого. Радха не знала Кришну никогда. But there's no time. Но там нет времени. There's no material time. Нет материального времени. Therefore, there's a time where Radha met Krishna, Поэтому есть момент, когда Радха встречает Кришну, and he's eternally meeting Radha and Krishna. и они вечно встречаются друг с другом. And he's Первый. eternally having the rasa there. И у них вечно проходит танец расы. So Bhaktivinoda Thakur said, Бхактивинода Такур говорит, we can't fully understand the spiritual world. we can or we cannot. You cannot. Мы не можем полностью понять духовный мир Until we have some realization. до тех пор, пока не получим откровения. Just like if there's a 4-year-old girl, a 6-year-old girl, Представьте, 6-летняя девочка, there's no way you can explain sex life to her. как вы ей объясните, что такое половая жизнь? They're not capable of that experience. Она просто не созрела еще для этого опыта. So no words you use will be able to communicate. Поэтому никакими словами вы не сможете донести до нее смысл этого. Until they're mature. До тех пор, пока она не подрастет. So, in the same way, Точно так же, their love is eternal. их любовь вечна. And it's natural. И она очень естественна. Just like if a child's born, Как при рождении ребенка there's a natural love between him and his mother. возникает естественная любовь между ним и его матерью. Just like the hand, Как рука,
она естественным образом служит телу. So it's always. Это происходит всегда. But at the same time, Но в то же время there's reciprocation. есть взаимообмен. Krishna's feeling their love, Кришна чувствует их любовь, and it's inspiring his love. и это воодушевляет его на его любовь. And they're feeling his love, Они, чувствуя его любовь, and that's inspiring their love. воодушевляются на свою. Where does it start? Где это началось? There's no time. It's eternal. Нет времени, это просто вечно существует. Can you share those aspects of kirtan which have still remain? Because you didn't mention all 5 before you said. Actually, I think there's 4. Я думаю, что их всего 4. Appropriate, Уместный, attractive, привлекательный, deep in the heart, проникающий в сердце или исходящий из сердца, and Shanai. и шинай. It means naturally moving, Означает, что естественным образом not развивающийся. forced. Как сказать, не The насильственно. English translation was slowly, По-английски дословный перевод but I медленный. think musically it probably means it moves naturally. Но я думаю, что термин сам по себе означает, музыкальный термин The означает speed is естественно, not forced mentally. что скорость киртана ментально не It moves усиливается, from the body. не нагнетается, то есть киртан следует за бхавой, настроением. Okay, I think it's good that last question Последний вопрос. and then Махарадж, спасибо большое. Вы сказали то, что зависть – это в сердце, то, что вы хотите быть лучше, чем вы есть. Как тогда быть лучше, чем вы есть? Он не сказал, что лучше, чем вы есть, он сказал лучше, чем другие. Лучше, чем другие. Да. Тогда другой раз. So it seems like I answered the question. is this imported water from Russia? No, I think it's a filtered water from our filter system. What does that say? What language is that there? This is English. No, here it is Russian. It's from our filter here. Okay, because when I'm here, I like to drink the Yes, brush water water. from Yeah. here, not the Moscow River. Я предпочитаю, когда я здесь, я предпочитаю пить местную воду, а не воду из Москвы реки. You have to Bible, so I have to go. Yes. Actually, okay, we can talk now, and after 10 minutes the car will come for me. We can go together. I drop you there at your place by car. Okay. Srila Prabhupada ki. The answer can't be very. Google Translate.